Всем доброго времени суток! Вы на канале Ниццола, это канал о вязании, и меня зовут Валентина. Сегодня вместе с вами я буду вязать узор двухцветный, который называется строчки по кругу. В одном из видео я показывала, как такой узор вяжется поворотными рядами. Ссылку на этот ролик я оставлю внизу в инфобоксе. Кому интересно, переходите, смотрите. А сегодня мы рассмотрим второй вариант, как вяжется такой узор по кругу. Узор вяжется по принципу ленивого жаккарда. Здесь цвет пряжи меняется каждые 2 ряда, то есть 2 ряда я вяжу одним цветом и 2 ряда вяжу другим цветом. Этот узор вот так смотрится с лицевой стороны, а это его изнанка. Раппорт данного узора состоит из 4 петель по горизонтали и 4 рядов по вертикали. Для своего образца я набрала количество петель, которое успешно без остатка делится на 4. Итак, сейчас 2 ряда я буду вязать серой нитью, затем 2 ряда буду вязать голубой нитью. Так как у меня предыдущий ряд вязался голубой нитью, и сейчас я меняю цвет пряжи, то я вот таким образом перекрещиваю эти нити и беру в работу серую нить. Голубая оказывается внизу, а серая сверху. Первые 2 петли я провязываю лицевыми. Следующие 2 петли я снимаю не провязанными на правую спицу, при этом рабочую нить держу за работой. Это весь раппорт. Дальше все повторяем. 2 петли лицевые. Дальше 2 петли снимаю не провязанными. Рабочая нить идет за работой. Опять повторяю, 2 петли лицевые. 2 петли снимаю на правую спицу не провязанными, рабочую нить держу за работой. И таким образом повторяю до конца ряда. Первый ряд раппорта провязан до конца, приступая к вязанию второго ряда. Во втором ряду первые 2 петли я провязываю изнаночными. Следующие 2 петли я снимаю не провязанными на правую спицу, но при этом я держу уже рабочую нить перед работой. Вот так. Это весь раппорт во втором ряду. Дальше все повторяем. 2 петли изнаночные. 2 петли снимаю не провязанными, рабочая нить перед работой. Опять повторяем. 2 петли изнаночные. 2 петли снимаю, рабочая нить перед работой. И таким образом вяжу до конца ряда. Второй ряд провязан до конца. Сейчас я буду вязать уже третий ряд, и при этом я поменяю цвет пряжи. Серая пряжа у меня идет сейчас сверху. Я ее располагаю внизу и беру вот так в работу голубую пряжу. В третьем ряду я первые 2 петли снимаю не провязанными на правую спицу. Рабочая нить при этом идет за работой. Следующие 2 петли я провязываю лицевыми. Дальше все повторяю. 2 петли снимаю не провязанными, рабочая нить идет за работой. 2 петли лицевые. Опять повторяю, 2 петли снимаю, 2 петли лицевые. И таким образом я вяжу до конца этого ряда. Третий ряд провязан до конца. Я приступаю к вязанию 4-го ряда. Это будет последний ряд в раппорте данного узора. И вяжу его следующим образом. Первые 2 петли я сниму не провязанными на правую спицу, но при этом рабочая нить будет располагаться перед полотном. Вот так. Снимаю 2 петли не провязанными. Следующие 2 петли я провязываю изнаночными. Дальше повторяю. 2 петли снимаю не провязанными на правую спицу, рабочую нить держу перед работой. Следующие 2 петли провязываю изнаночными. И таким образом повторяю до конца этого ряда. 2 петли снимаю не провязанными на правую спицу, рабочая нить идет перед работой. Следующие 2 петли провязываю изнаночными.
Я провязала четвертый ряд до конца. Это был последний ряд раппорта данного узора. Дальше я буду все повторять, начиная с первого ряда. То есть поменяю цвет пряжи с голубого на серый. Буду вязать два ряда серым цветом, первый и второй. Затем опять поменяю цвет пряжи на голубой. Третий и четвертый ряд буду вязать голубым цветом. Как они провязываются, я вам только что показала. Если вам видео понравилось, я надеюсь, вы не забудете поставить лайк. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. Будут новые видео с новыми интересными узорами. А на сегодня у меня все. Я вам желаю всем всего хорошего.